Всем доброе утро. Сегодня у нас 7 января. Погодка немножко испортилась. Пасмурно сегодня. Ну, я надеюсь, что дождя не будет. И мы продолжаем наше путешествие по Крыму. Сегодня отправимся по дворцам вдоль южного берега. Посетим Ливадийский дворец, Воронцовский дворец. Ну и, может быть, какие-то еще достопримечательности посмотрим. Первая остановка на нашем маршруте – Массандровский дворец. Основан в конце 19 века. До войны тут располагался санаторий. После войны здесь была правительственная дача, отдыхали Сталин, Хрущев, Брежнев. А вообще это дворец императора Александра III. Такие растут тут очень мощные растения, какие-то то ли сосны, то ли кедры. Очень мощный такой ствол. Похоже даже вот на какую-то, наверное, секвойю. На клумбах цветут розы. Напоминаю, сегодня 7 января. Ир, расскажи, пожалуйста, что это такое растет? Лавровый лист? Очень удобно. Повару, да, как нащипал в супчик. Да, действительно. Настоящий лавровый лист. Приехали на очередную локацию. Ливадийский дворец. Тоже розочки цветут. Январские. Ну, правда, не сильно цветут, но бутоны есть. Ливадийский дворец был основан в конце 19-го, начале 20 века. Здесь располагалась императорская резиденция. В советское время здесь также был санаторий, как и в предыдущем дворце. И здесь же проходила Ялтинская конференция, встреча лидеров трех держав – Сталина, Рузвельта и Черчилля. Приехали к Воронцовскому дворцу. Ну, тут надо еще пройтись пешочком немножко. А тут такая рождественская композиция. Вот дошли до Воронцовского дворца. Дворец основан в 1848 году. Строился как летняя резиденция графа Воронцова. Дворец построен в английском стиле в сочетании с новомавританским. И он очень удачно вписан в рельеф гор, поэтому смотрится очень гармонично.
Произошел небольшой инцидент. Охранник нас заметил, что мы запускаем дрон, и очень сильно ругался. Оказывается, здесь летать было нельзя, но мы этого не знали, мы честно не видели никаких табличек. Вот. Ну, к счастью, снять, что хотел, я успел. Приехали на очередную локацию, Юсуповский дворец. И сейчас вот нужно опять забраться в гору, чтобы до него добраться. И немножко меня напрягает то, что начал накрапывать дождик. Но надеюсь, что он сильным не будет, и все ограничится несколькими каплями. На указателе было написано, что это Голицынский дворец. Хотя меня терзают смутные сомнения, что это дворец, потому что здесь почему-то бассейн. Может, конечно, Голицын тут купался и принимал душ. Может быть, это просто какой-то отель? Как оказалось, это действительно дворец Голицынский, вот, и по совместительству гостевой дом. Так, ну сейчас пойдем в сторону Юсуповского дворца, который, собственно, мы и хотели посетить. Вдоль дороги флаги союзных республик и портреты героев Советского Союза. Юсуповский дворец во время Ялтинской конференции являлся резиденцией советской делегации. Вот дошли до Юсуповского дворца. Вход, к сожалению, не бесплатный. Сюда заплатили 600 рублей с человека. Пойдем внутрь. Внутрь попасть, к сожалению, не смогли. Туда вход только с экскурсиями. А дождик тем временем усиливается. Ира, что ты делаешь? Народ идет. Что ты делаешь, скажи? Лаврусь кругом. Добытчик. Пахнет? Это, блин, что это? Разодрало-то. Что, не дают совершить темное дело свое? Хулиган. А потом я тебе сварю с ними пельмени. Пошли. Хватит. А то попадемся. Из всех дворцов, вот лично мне больше всего понравился однозначно Воронцовский и Массандровский. Сюда, в Юсуповский дворец, вообще ехать не стоит, тем более стоит это все недешево. Мы заплатили 300 рублей за парковку и 1200 рублей за 2 билета, чтобы войти сюда на территорию. Внутрь без групп не пускают. С группой экскурсии мы не любим, поэтому мы просто вот сейчас решили отсюда уйти. И двинемся в сторону Гурзуфа, в сторону нашего отеля. Может быть, погода немножко все-таки наладится, хотя бы дождик перестанет. И у нас там недалеко есть парк Айвазовского. Попробуем сходить туда погулять. Попали в такую вот погодную аномалию. Спустилось облако на гору, зацепилось за гору, и вот едем в тумане. И даже лапы не видно. Ну, у нас есть надежда, что в Гурзуфе погода будет все-таки получше. Смотрели по Гуглу. Написано, что там переменная облачность и вроде даже нарисовано солнышко. Сейчас проверим, так ли это. Приехали в парк Айвазовская.
Погодка действительно здесь получше. Насчет солнышка я погорячился, но дождя практически нет. Стоит сюда вход 600 рублей с человека. Тоже не бюджетно. А вот схему парка мы сфотографировать забыли. Продолжаем нашу прогулку по парку. Какое-то слышится журчание. Предлагаю посмотреть. Спустились к морю, и у нас стойкое ощущение, что мы вот оттуда, вот с той дальней набережной, вчера снимали гору Медведь. Соответственно, можно оттуда легко пройти вот сюда. А дальше, если пройти вот мимо кафешки и подняться вверх по лестнице, то можно попасть в парк Айвазовская совершенно бесплатно. Так что вот такой небольшой лайфхак. Пользуйтесь, пожалуйста. Море сегодня немножко волнуется. Купаться, наверное, не стоит. Возможно, я немного обманул по поводу бесплатного входа. Вот дальше, если идти по дорожке, там какая-то будка стоит. И, наверное, все-таки вход охраняется. Так что, к сожалению, мой лайфхак оказался нерабочим. А мы сейчас повернем направо и поднимемся немножко вверх в сам парк. Погуляем еще чуть-чуть. И, наверное, уже надо потихонечку двигаться к дому, потому что вечереет. Сейчас будет уже закат, смеркается. Так что будем потихоньку двигать к нашему отелю. И сегодняшнее путешествие будем сворачивать. А тут вот такие вот два красавца плавают. Ну, хочу сказать, что парк очень такой неплохой. И, в общем-то, наверное, не жалко отдать за вход 500 рублей с человека. А в хорошую погоду здесь, наверное, еще приятнее погулять. Но это называется акустическая беседка. Сейчас пойдем посмотрим, почему она так называется. Возможно, там происходят какие-то акустические эффекты. Ага. О! О! Ну, какая-то акустика. Какая-то акустика. А, вот тут интересный какой-то эффект. Я разговариваю, как, не знаю, слышно или нет на камеру, но как будто в бочку говорю. Эффект чувствуешь? Вот покрути головой, выбери направление, куда говорить. О! 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 Прикольная развлекуха. Красивое деревце. Я даже издали не сразу понял, что это дерево. Я думал, это что-то накрыто маскировочной сеткой. А это, оказывается, атласский плакучий кедр. Ну, в общем, еще раз хочу сказать, что парк стоит того, чтобы его посетить.
А вот это, между прочим, оливковые деревья. Здесь оливковая роща. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Такой диванчик уютный. Ну что, двигаем к дому. И опять кустик январской розы.